5 простых правил, как красиво оформить твой аквариум. В интернете столько красивых аквариумов, а когда смотришь на свой, понимаешь, в жизни все не так. Можно порассуждать о вкусах и о цвете фломастеров. Но есть аквариумы, которые нравятся большинству. Это красивые аквариумы. Когда вы покупаете аквариум, кроме оборудования, вы, конечно же, купите задний фон. А новичку, конечно, сложно удержаться от соблазна купить что-то поярче и покрасивее. Фотографии каких-то красивых аквариумов, травки, коралловые рифы, какие-то красивые камешки, что-то такое поналяписте и поярче. А когда вы приходите домой, оказывается, что его еще не так просто приклеить. И в результате вы имеете пузыри, отклеенные края, ну и такой себе вид. Я рекомендую однотонный фон в виде самоклеющей пленки Oracal, которую вы можете купить либо в интернете найти, либо купить в каких-то рекламных агентствах и мастерских, которые занимаются печатью. Из практики самые лучшие цвета это синий, фиолетовый, черный. Такой нюанс. Если вы выбираете синий или фиолетовый цвет, берите самые максимально насыщенные, потому что через стекло и воду часть цвета потеряется. Если вы возьмете такой какой-то тон, он будет грязноватый, мутноватый, не очень красиво. Ну, зеленый, желтый, понятно, брать вообще не надо, потому что будет цвет воды казаться такой, не крутой. Также можно использовать обычную прозрачную пленку, ну такую сатиновую, матовую. Но если у вас стена за аквариумом имеет однотонный цвет, нету цветов или полосочек. И еще плюсик, такую пленку легче намного и приятнее клеить. В интернете много инструкций, как ее приклеить, ничего сложного в этом нет. В результате не будет колхозного вида с этим рябым фоном, рыбки не будут сливаться с фоном, ну и результат вам понравится. 2. Это декорации в аквариум. Декорации выполняют всего лишь 2 функции. Это чтобы украсить ваш аквариум и какие-то укрытия для ваших рыб, то есть комфорт вашим рыбам. Тут особенно вариантов немного, это традиционные коряги, камни. И есть еще искусственные декорации, разные керамические гротики, замочки и так далее и тому подобное. Я не буду говорить, что искусственные декорации это нехорошо. Это нормальная тема. Если вы решили оформить аквариум искусственными декорациями, например, ребенку, тоже можно сделать красиво. Выбирайте все в одном стиле и в одном цвете. И была хоть какая-то композиция и соразмерность, но про это чуть позже. И все же я буду рекомендовать натуральные коряги и камни. Коряги можно найти в лесу или на берегу реки, но нужно учесть, что не все виды древесины подходят для аквариума. Также иногда нужно заморочиться с подготовкой коряг, их нужно иногда вываривать, высушивать и так далее и тому подобное. На начальном этапе, особенно новичку, лучше купить все в магазине, специализированном зоомагазине. Камни должны быть нейтральными, то есть есть камни, которые могут выделять в воду что-то ненужное, поэтому на начальном этапе, пока вы не разбираетесь в этом вопросе, лучше купите в зоомагазине. При выборе декораций помним про соразмерность и про композицию, но про это чуть-чуть ниже. Грунт тоже выполняет 2 функции. Одна это в виде декора и оформления аквариума, вторая это биологическая фильтрация. На грунте живут полезные бактерии, которые помогают самоочищаться аквариуму. Поэтому к нему тоже есть некоторые требования. Грунт должен быть нейтральный к воде, то есть он в воду ничего не должен выделять. Должна быть определенная структура и достаточная площадь для жизни тех самых полезных бактерий. На стеклянных шариках или на крупном грунте, если его особенно немного, недостаточная площадь для жизни этих самых бактерий. Для этого толщина грунта должна быть от 3 до 10 сантиметров. Если в вашем аквариуме будут живые растения, размер грунта должен быть 1-3 мм. Если только рыбки, 2-4 мм. Размер грунта. Ну, тоже есть нюансы. Итак, грунт используем натуральный, нейтральный и однотонный. Цвет грунта темный или светлый, это уже дело вкуса. Композиция это очень сложная и широкая тема, но мы все упростим и уплотним. Самые часто применяемые композиции, их всего лишь 3. Треугольная композиция – это когда основная масса декора сосредоточена либо справа, либо слева. И соответственно, противоположная сторона практически пустая. Композиция остров – это когда основная масса декора находится по центру аквариума, а правая и левая часть пустые. V-образная композиция, когда и правая, и левая часть загружена декором, а центр практически пустой. Соразмерность декорации – это очень важный аспект. Из названия понятно, что декор должен соответствовать размеру
размеру вашего аквариума. Существует такое правило, что основная, самая большая декорация в вашем аквариуме должна быть 2/3 высоты аквариума. То есть достаточно большая. В таком случае аквариумная композиция будет соответствовать размеру аквариума, быть соразмерной. И аквариум не будет казаться пустым. Теперь самая главная, 5-я позиция, это рыбки. Рыбки своего рода тоже декорация. Наверное, самая главная декорация в аквариуме. По сути, можно обойтись без первых 4 пунктов, оставить только аквариум, воду и рыбки. Но это, наверное, не для всех. Я рассматриваю красивый аквариум, это когда все вместе: декорация, и грунт, и фон, и рыбки. Так что выбор рыбок — это очень важно. Я тоже когда-то был новичком, и я прекрасно понимаю, что хочется насовать в аквариум максимально всего много, чтобы оно все плавало, разноцветное, потом оно что-то дохнет, вы едете на следующие выходные на базар, покупаете новых рыбок, движ, круто. Но если вы хотите красивый, гармоничный аквариум, нужно всего лишь 3-4 вида рыбок, и все. Никто же не будет спорить, что красиво, когда рыбки в группе. Итак, мы совмещаем все 5 правил и получаем красивый, простой аквариум. Пока-пока.